Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Power Device. Сейчас хочу вам показать такое интересное и очень полезное приложение, которое называется TapTap. С помощью него на своем смартфоне тапами по задней крышке вы сможете вызывать какие-то действия. Например, запуск музыки. Причем делать это можно будет даже на заблокированном экране. Также, к примеру, я пользуюсь этим приложением не только чтобы переключать треки, но и открывать какие-то приложения по двойному тапу. К слову, скажу, друзья, что примерно год назад я уже делал обзор на это приложение. Но там была совсем другая версия. Сейчас у меня версия 1.3, а там была 0.10. Бета-версия. Это стало более стабильно, и здесь добавились более гибкие настройки. Думаю, вам уже интересно, давайте приступим к настройке. Отмечу, что данного приложения нет в Play Market, и скачать вы его сможете по моей ссылке, которая находится внизу под видео. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на мою группу ВКонтакте. Итак, я очистил данные своего приложения, чтобы начать настройку с нуля вместе с вами. От себя добавлю, что разработчики данного приложения не используют платную версию. Версия здесь одна, это и есть Pro-версия. И если кто-то хочет поддержать разработчиков, то ссылка находится в нижней части раздела «Еще» в самом приложении. Разрешение доступа в интернет я нажимаю «Разрешить только пока TapTap открыто». На данном этапе просто сделайте двойной тап по задней крышке. Жмем «Закрыть». От приложения сразу начинают приходить вот такие уведомления в шторку. Я просто нажимаю на них и отключаю. Итак, приступим к настройкам. Первым делом нам нужно нажать вот сюда. Отключить экономию заряда батареи. Идем немного вниз. Нажимаем вот эту галочку «Отключить режим экономии заряда». Ваш Android-смартфон в зависимости от системы перекинет вас в нужные настройки. Мой Xiaomi перекидывает меня вот в эти настройки. Я выставляю «Нет ограничений». Теперь нужно нажать вот сюда «Открыть специальные настройки расхода батареи». Находим наше приложение, ставим галочку, шагаем назад. Основная настройка практически закончена. Можно добавить действие по двойному касанию. Здесь автоматом добавляется уже два действия, нужно их удалить. Нажимаем «Добавить действие». Первым делом давайте настроим переключение музыки. Заходим в звук, воспроизведение пауза. Действие добавлено. Теперь можно выйти на рабочий стол, запустим плеер, нажимаем play, останавливаем музыку, идем на рабочий стол, делаем двойной тап. Еще раз двойной тап. Как видите, жесты могут срабатывать не с первого раза. Нужно настроить четкость. Зайдем в настройки. Вот здесь в чувствительности подвиньте этот ползунок чуть правее. Я ставлю на предпоследний уровень. Если что, потом можно будет убавить. Снова идем в жесты. Добавить действие по тройному касанию. Также удаляем автоматом созданные действия. Добавить действие. Звук. Идем немного вниз. Выбираем следующая композиция. Также нужно включить вот эту галочку, чтобы наше тройное касание срабатывало. Идем назад. Настройки сохраняются. Теперь выходим на рабочий стол. Делаем двойной тап. Теперь тройной. Друзья, тапы по задней крышке должны быть быстрыми и четкими, тогда действия будут срабатывать как нужно. Теперь многих интересует вопрос, как таким образом переключать музыку, но на заблокированном экране. Вот здесь в жестах зайдите в исключение. Нужно снять вот эту галочку. Теперь можно выйти на рабочий стол,
Блокируем смартфон, делаем двойной тап. Как видите, треки переключаются и совершается стоп-пауза. Теперь, если вы хотите запускать какие-то приложения с помощью двойного тапа, расскажу один нюанс. Зайдем в действие по двойному касанию, добавим действие, запуск, приложение. Первый раз, когда вы запустите эту настройку, вас перекинет в настройки вашего смартфона, поверх других приложений. Здесь нужно найти наше приложение TapTap и включить вот эту галочку. Шагаем назад. Далее появляются все приложения на нашем смартфоне. Выбираем то, которое мы хотим запускать. Я, к примеру, поставлю YouTube. Теперь на двойном тапе у нас создано два действия. Первое действие – воспроизведение пауза. Соответственно, при двойном тапе оно и будет совершаться. Удерживаем на двух полосках, перетаскиваем наш YouTube наверх. Теперь при двойном тапе будет открываться YouTube. Первым делом его нужно открыть прямо вот отсюда, из приложения. Делаем двойной тап. YouTube открывается. Теперь один нюанс. Выходим на рабочий стол, удерживаем на приложении TapTap, а приложение. Эти действия нужно проделать на смартфонах Xiaomi. Заходим в другие разрешения, нажимаем вот сюда, отображать всплывающие окна, разрешать всегда. Теперь у вас хоть откуда будет без проблем открываться то приложение, которое вы поставили на двойной тап. Вернемся в наше приложение. Действие по двойному касанию. Добавить действие. Давайте рассмотрим служебные действия. Допустим, здесь я еще пользуюсь разделителем экрана. Добавляем это действие. Нас перекидывает в меню скачанные приложения. Находим наше. Ставим вот эту галочку. Действие разделения экрана добавлено. Переносим его наверх, чтобы оно корректно срабатывало. Теперь в каком-то приложении делаем двойной тап, у нас происходит разделение экрана. Повторный двойной тап закроет это разделение. Также в служебных действиях можно устанавливать снимок экрана, либо фонарик. Также вы, наверное, обратили внимание на наших созданных действиях вот на такие вкладки. Добавить условия. Здесь можно добавлять некоторые ограничения. Например, датчики. Если мы добавим вот это ограничение, то данное приложение будет запускаться только когда смартфон зафиксирован в горизонтальном положении. Думаю, здесь все понятно. Но к слову скажу, друзья, что я этими ограничениями не пользуюсь. Да и вообще они могут некорректно работать на некоторых смартфонах. Также стоит зайти в настройки. Здесь, как я и говорил, первым делом выставите свою чувствительность. Еще можно зайти в поиск своей модели. Программа должна автоматически определить ваш смартфон. Тем самым она выставляет примерный размер вашего экрана. Расширенные настройки. Здесь, друзья, находятся экспериментальные настройки. Я пробовал их включать, они абсолютно не нужны, и они ничего не несут. Так что активировать их, по крайней мере на моем Redmi Note 10 Pro, я не вижу никакого смысла. Не забудьте поставить лайк этому видео, подпишитесь на канал, если этого еще не сделали. По поводу настроек этой программы задавайте свои вопросы в комментариях, постараюсь помочь. По традиции желаю вам только качественных настроек на ваших девайсах. Увидимся в следующих роликах. До скорой встречи!